Как построить дом на старом фундаменте? Всем привет! Вы на канале Чертог Мастеров. Очень часто на рынке загородной недвижимости попадаются отличные участки, однако дома, находящиеся на них, либо слишком старые, либо по какой-нибудь другой причине не устраивают потенциальных покупателей. В таких случаях, как правило, принимается решение сносить старый дом и строить на его месте новый, отвечающий современным требованиям. Наиболее экономичным вариантом в такой ситуации можно назвать возведение коттеджа на уже имеющемся фундаменте. Такой выход позволяет сэкономить более 25% стоимости всего дома, в зависимости от структуры почвы, вида и площади старого основания. Однако тут имеются и свои подводные камни. Например, довольно часто невозможно доподлинно узнать, насколько надежен имеющийся фундамент, из каких материалов он изготовлен, были ли соблюдены технические условия при его заливке, не примерзает ли он зимой. Как правило, у старых домов отсутствуют проектные и технические документы на строение. Таким образом, покупатель, принимая решение строить свой новый дом на старом фундаменте, рискует получить некачественную основу для своего жилища. Для того, чтобы не совершить такую дорогостоящую ошибку, следует тщательно исследовать фундамент, доставшийся в наследство от старого дома, особенно на предмет устойчивости к механическим нагрузкам. Он должен долгие годы оставаться крепким и надежным. Все обследования желательно осуществлять не самостоятельно, а доверить их проведение специалистам. Конечно, услуги аккредитованных фирм достаточно дороги, но эти вложения помогут избежать более крупных денежных потерь, если дом будет выстроен на некачественном основании. В процессе работы специалисты обследуют все фундаментные конструкционные элементы, а также состояние почвы под ними. В заключении должно быть прописано, насколько надежен фундамент под домом и возможна ли его дальнейшая эксплуатация, следует ли заняться усилением или перестройкой. Можно ли сохранить некоторые части фундамента, чтобы не менять его целиком? Какие имеются дефекты и как от них избавиться? Возможно ли расширение площади имеющегося фундамента? Не повредит ли это старому основанию? Имеются ли другие проблемы, связанные с составом и состоянием почв, климатическими условиями и так далее? Помимо подробного отчета о техническом состоянии фундамента, фирма выдает рекомендации по устранению найденных дефектов и усилению конструкции, если это необходимо. В практике индивидуального строительства для укрепления старого фундамента существует 5 основных приемов. Расширение фундамента. При этом просто увеличивается площадь основания фундамента. После отбора грунта по всему периметру дома до самой нижней отметки производят укрепление стенок рва под фундаментом. Далее очищают старые бетонные конструкции от грязи и земли. Грунт плотно заполняется мелкими камнями или щебенкой, затем ставится деревянная опалубка, укрепляется железными прутьями, после чего все вновь возведенные конструкции заливаются бетоном. Восстановление фундамента. Применимо для собираемых блочных основ, у которых со временем расходятся шовные соединения. Технология состоит в том, что внутрь таких расхождений между блоками заливают под давлением, необходим насос, специальные скрепляющие смолы. Инъекция фундамента. Метод состоит в нагнетании укрепляющей бетонной смеси в специально проделанные с шагом 0,5–1 метр и промытые чистой водой ходы. Для использования этой технологии необходимо специальное устройство, так называемые инъекторы, которые монтируются в тело фундамента через каждые полметра. После того, как впрыскиваемая смесь перестанет проходить через инъектор, фундамент становится напитанным, и после отведения введенного раствора его надежность значительно возрастает. Следует отметить, что такой тип укрепления бутовых фундаментов возможно применять, если сохранена его основа, но имеется расслоение в самом теле. Замена фундамента. Суть метода состоит в лоскутной замене поврежденных частей фундамента. Возможно обновление одновременно на нескольких поврежденных местах. Однако расстояние между заменяемыми частями не должно быть менее 4 метров. Если же требуется замена рядом расположенных лоскутов, необходимо выждать неделю на отвердение уже обновленной части. Сваи для фундамента. Как следует из названия, основная составляющая данного метода – вбивание металлических труб сваи по всему периметру, требующего укрепления фундамента. Для начала с помощью бурильного устройства проделывают глубокие отверстия, куда вставляются специальные металлические или асбестовые трубы. Затем они заполняются стальными прутьями и заливаются бетоном.
После того, как бетон затвердеет, сваи дополнительно укрепляются балками или плитами, соединяющими оголовки установленных свай. В худшем случае гидроизоляции в старом фундаменте вообще не находят, или же она сильно повреждена. Тогда будущему хозяину ничего не остается, как монтировать все с нуля, что, конечно, оборачивается большими денежными расходами. Поэтому следует еще раз досконально обдумать вопрос строительства нового дома на старом фундаменте. Ссылка на статью в описании. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.